Марта, заходи. Заходи. Ой. Да, все завелось. Знаешь, я тут недавно осознала, что для меня как бы вот это вот время перед родами, оно вот как бы такое немножко напряженное. Ну давай. Еще неси. Помогай. Сейчас будем с тобой. Чего такое? Вставай, помогай. Я как бы вроде и на самом деле классно, что у меня сейчас такая активная как бы деятельность, активная жизнь, что столько всего происходит, что некогда сидеть и голову греть. А самое такое не очень приятное, это когда у тебя все ок, а твой ум ищет вот этого подвоха, знаешь. Я поняла, что у меня в связи с тем, что Каролинка ушла на позднем сроке и роды не начались, а я очень ждала этих родов как праздник. Поэтому вот это время перед родами, оно такое, знаешь, как будто сжимается и ускоряется, все вместе, как бы, что вроде бы как бы каждый день для меня, знаешь, как может быть как последний. Да, вдруг что, как уже было, например, когда я уже очень сильно привязалась, и потом вот это вот проживала, принимала, что может быть по-другому. В общем, кучу дел вокруг. Дети, бизнес, дела. Хоть куда, короче, чтобы не смотреть туда, понимаешь, потому что там страшно. Страшно, что вдруг что-то вообще пойдет не так, как мечтается. Вайбер шоп. Рыбку такую поймаю. Это вот я сделала Каролинку себе татуировку. Так я ее видела. И я прям увидела, что это такой, знаешь, как ангел-хранитель, как свет, который просто вот со мной в каждом дне, то есть он есть. Что дал мне этот опыт положительно? Во-первых, я увидела себя, какой я могу быть, вот в том состоянии, в котором я себе реально нравлюсь. То есть то, как я была вот в эту беременность, в первую беременность, меня перло так. То есть у меня была настолько прокачалась какая-то женская энергия, что вокруг меня просто люди вот так, знаешь, как на свет прям примагничивались. И я прям это как бы видела, и я себе очень нравилась вот именно то, как я себя чувствовала. У меня всегда была одна мечта — рожать дома. И мне муж говорит, может, типа, тебе поехать к староверам в тайгу, они там по 5-6 детей рожают, мол, и ты с ними, они там тебя это быстро прокачают. Как бы вот эта тема, она так периодами приходит, отпускает, приходит, отпускает. Вот сейчас на самом деле я прям чувствую, что я прям в
каком-то классном таком состоянии нахожусь, которое мне нравится. Как раз дочка показала то, какой ты можешь быть, и ты можешь ею быть вне беременности, просто вот той женщиной, которой ты себе сама нравишься, как бы кайфовать, наслаждаться, вот, чтобы люди притягивались, чтобы вот все было вот так, как хочется. Рынка ушла, у меня не было вообще никакой поддержки. Ну, то есть все мои друзья, 95%, которые у меня были, их просто не стало в моей жизни. То есть это был такой сильный фильтр, который, знаешь, проявил, вот знаешь, все, кто твои люди, а кто нет. Эти люди просто отошли. И также мои родители даже отошли вместе с вот этими 95%. Потому что они просто не выдержали вот это. То есть люди не знают, как быть с человеком, который проживает сильное горе. То есть они просто исчезают. Вот, то есть самые сильные, мне кажется, могут пройти рядом. Вот. Ну и, соответственно, этот опыт мне дал то, что мы встретились со своим мужем. И для меня это прям такое благословение. То есть у меня было ощущение, когда мы встретились, это было, получается, спустя 9 месяцев. Представляешь, 9 месяцев я была беременна, и 9 месяцев после я встретила Леху. Так символично. Вот, и когда мы встретились, я помню, на фрирайде в Шерегеше, у меня первое ощущение, которое у меня было, что я дома. То есть у меня такого никогда не было ощущения, что он меня вот так вот обнял, мы с ним стоим просто в 8 утра, еще темно, так знаешь, и в горах темно, и он меня вот так вот обнимает. У меня ощущение, что просто вот я дома, и у меня никогда в жизни не было ощущения дома. А тут появилось, представляешь? Вот, и когда Никиту ждали, я была уверена, что девочка. Потом мне приснился сон. И приснился сон такой яркий вообще. Снится мальчик, он приходит ко мне во сне. Я говорю: мальчик, ты чей? Он мне говорит: я ваш. Я говорю: а тебя как звать? Он говорит: Никита. Да, семейка пандов у нас. Да. Семейка. И ты тоже панда, потому что ты белая. Я белая панда. Да. Я еще до того, как у меня начались месячные, то есть до ожидания месячных, как бы Никита подошел ко мне, обнял меня как-то утром и говорит: мама, у тебя в животике поселилась сестренка. Я вообще мимо ушей пропустила, думаю. Ну, что сказала вообще, как бы. Потом, когда месячных, они не пришли, а у меня день в день, я такая: надо сделать тест. Лехе говорю, он мне говорит: да ладно, господи, я уже 3 месяца назад знал. Никита вот тебе уже все сказал, что ты, мол, неверующая. Про материнство, в общем. Мне кажется, что это самый сложный квест. Вот тот опыт, о котором я всю жизнь мечтала, наверное, с 20 лет. Вот сейчас мне 37, я с 20 лет хотела детей. Вот. И, ну, если честно, конечно, я никогда не предполагала, что это будет настолько мощный тренинг личностного роста. Вот. И я поняла, как бы, что это очень, сложно. Что материнство — это реально такой вот квест, который тебя просто прокачивает на всех уровнях по максимуму. И как бы такое зеркало, куда ты смотришь каждый день и видишь все то, что поднимается, все травмы из своего детства, все, что как бы не проработано, все, что еще болит где-то. Благодаря моим детям у меня появился вкус жизни, то есть какой-то смысл такой вот прям, которого раньше не было. То есть раньше в моем как бы понимании было много материального, а с появлением детей, как бы, да, у меня, кстати, уровень материальности, наоборот, с ними вышел на новый уровень, потому что они все время что-то хотят.
Раньше надо было время, знаешь, там настроиться, не знаю, нарядиться, выйти куда-то в свет, там, не знаю, найти обстановочку комфортную, там, я не знаю, кофейку выпить, еще что-то, чтобы поработать. То сейчас я могу работать, я не знаю, просто 5 минут в туалете и уже продуктивно. И самые такие гениальные идеи меня посещают как раз вот, когда рождается новый ребенок, на самом деле. Я понимаю, что когда появляется еще один новый ребенок, приходит как будто и новая энергия на развитие. Я просто, знаешь, в процессе вспомнила, вот реально вспомнила, что мне хотелось праздника, чтобы это был прям, знаешь, праздник в процессе родов, после родов, перед родами. В общем, у меня вот вся, короче, вот эта беременность прям меня склоняла к тому, что мне хочется праздника. И такого, знаешь, какого-то женского теплого круга, чтобы это было просто душевно, вот просто как бы по-настоящему. Юля, знаешь, такая, все сейчас будет, там, свечи, знаешь, тут поставила, музыку мы включили, реально было классно, празднично. И когда мы ели эти бургеры, мне было весело от того, что мы тут параллельно с этими бургерами, что мы параллельно с этими бургерами фотались, снимали видео, что это было реально, вот, знаешь, прям... Я забывала в этих процессах, что у меня реально схватки идут, что процесс идет, и как бы я даже не замечала на самом деле, что я рожаю. Мне было комфортно, прям супер. Вот, а потом уже ближе к вечеру я прям почувствовала разгон, что все разгоняется, как бы, но это было настолько, знаешь, терпимо, что если в предыдущих родах я прям по максимуму испытывала боль, то в этих родах все было настолько, знаешь, мягко, естественно, что, мне кажется, я, прям реально ощущала боль, только когда мы уже перед потугами пошли, прилегли в кровать. Это мальчик, нет? Девочки, теперь ты плакаешь, да? Тебе тоже жалко, так малышку, да? Да. Вот так. Очень рада, что я наконец себе разрешила попробовать родить дома, никуда не ехать. Это такое счастье на утро после родов проснуться в кругу семьи, дома. Вообще, когда тебе никуда не надо, никто тебя не теребит, никакой медперсонал, никто. Это просто счастье спать в своей кровати и уже сразу обняться с малявкой. Вот. Никто ее никуда не забирал, не уносил, она просто вот рядышком, под бочком. Для меня это были реально классные праздничные роды в кругу женщин. И я понимала, что мне Леха даже особо не нужен в процессе, и рада, что он просто мальчишек занимал, как бы, конечно. Но при этом, знаешь, для меня была такая какофония, что тут дети орут. Мои там что-то мультики смотрят, щенячий патруль, тут малышка Сашина орет, все что-то визжат, орут, такой гам, короче. И я поняла, что для меня это все как-то, знаешь, реально уже не важно. То есть как фоном идет. Так там, вона ж у банду. Еще банду пришла, да? Ой, хибаловаться будет, еще поклещу вас точно я вам говорю.
Ну, только четко. Ждешь, чтобы она четко подросла. Вот такая, что была, вот, да? Побольше, чтобы. Ну вот такая. Вот Ну как вот Яша такая. такая, Ну вот да. такая. Ну Как вот Яша. такая. Она легла спать. Давай. Сразу ты у нас, Яшка. Это твой брат Яша, а его не скотчит, ну. Эти роды, они меня, знаешь, заставили задуматься. Именно задуматься о том, что наша жизнь, она порой, то есть мы делаем все, что можем, но она не зависит как бы от нас, что мы все под Богом ходим, и у каждой души свой план. Карамелька, Люна. Зузи. Карамелька, Луна и Сузи, понятно? Сузи? Если она карамелька, то ты компот ешь? Никита, он очень тонко как бы чувствует вообще связь с тем миром. И во время беременности Никитка заболел, у него была температура под 40, и он мне говорит, мы с ним пошли в кровать, он мне говорит, мама, я знаю, как сестренку зовут. Я говорю, как? Он говорит, Луна. Я еще так, знаешь, удивилась, потому что я никогда об этом имени даже не думала. И когда она родилась, мы примеряли это имя к ней. И знаешь, прям я вот прям увидела, почувствовала, что это Луна, прям вот реально ее это имя. И как бы и Леха тоже, он у меня тоже, как Никита, как бы тонко чувствует. И он говорит, я задал вопрос там, Вселенной и спросил, ну как дочь зовут, Луна, что ли? Ему пришел ответ, что да. Ты ждал сестренку? Да. А ты я ждал? Тоже ждал? Чтобы вот она просто жила вот здесь и сейчас по максимуму, кайфовала, наслаждалась этой жизнью, знала, что мир безопасен, что ее любят здесь и ждут, что она дома, и что самые близкие люди всегда за нее, что у нее есть большая семья, мама, папа, братаны, собака. Она уже, мне кажется, родилась такой, когда уже все есть. Вот. И смотри, какой солнечный луч классно бегает. Вот, все есть, и она в безопасности, что все хорошо, что самое главное — вкусно кушать, сладко спать, расти, быть здоровой, что это самое главное. Все остальное приложится. Она все получает от мамы, простите. А потом, когда будет подрастать уже, когда полгода будет, тогда уже вводить прикорм. Это когда она уже сидит за столом, уже так. Тогда начинают прикорм вводить, там какие-то пюрешечки. И то по чуть-чуть. Никита, я ответил на твой вопрос. Услышали меня, что ни в коем случае? Так.